Привет, мои дорогие друзья! По идее, вас ждет интересная, мне кажется, достаточно интересная многосерийка. Вы знаете, вот много лет я не трогал Литву. Много лет я не трогал власти Литвы. А вы не представляете, что они исполняли. Это как-то маленькая долбаная собачка, которая бегает, воняет, лает, что-то пытается укусить. А ты такой, просто не хочешь связываться, просто идешь себе. И такой, ладно, у меня свои собственные, не хочу, все. Лайте, хорошо, я давно к вам не имею отношения. Я знать вас не хочу. Я не хочу вас даже слышать, я не хочу вас видеть. Все. А они ходили и воняли. Я должен заметить, что вся эта многосерийка, перед каждой серией я буду повторять, не относится никоим образом к обычным гражданам Литвы или к литовцам. Почему? Потому что они сами прекрасно это все видят. Они сами являются жертвами этого дебилизма, который там процветает уже много лет. Этого просто ньюсовка в самом худшем понимании этого слова. И я их понимаю. Большинство из них, не знаю, как насчет большинства, но в общем огромное количество их живет за границей. Все, что пишут мне литовцы, да, они все находятся за границей. Знаете, как они пишут? Знаете, как они пишут? Они пишут так. Анатолий, только давайте анонимно. Потому что этот страх, он продолжает сидеть в них, даже когда они в Британии, в основном в Британию ребята едут. В Британии, во Франции там находятся. Все равно этот страх сидит в них. Что же там вызвало такой страх и как вообще все могло в такое превратиться, мы разберем. Еще раз говорю, обычные рядовые литовцы не имеют никакого отношения к тому трэшу, что там построен. И вот много лет это происходило. Вот это вот вонь в мой адрес. Я оттуда свинтил моментально, прекрасно поняв, что это такое. По-английски, не прощаясь. Меня с ними не связывает уже давным-давно вообще ничего, да и мало что связывало. Единственный мой друг, который там был, умер. У меня нет там ничего. У меня нет там счета, я никогда там ничего не зарабатывал, но вот внезапно литовская генпрокуратура решилась взяться за шария и выяснить происхождение каких-то средств, которые к Литве не имеют никакого отношения. Средства, задекларированные в другой стране, средства никогда в Литву не заходили. Я уже лет 7 не был в той Литве, когда эти средства там пришли с одного счета на другой. Литва не имеет никакого отношения вообще. Но тем не менее, по просьбе Киева, они решили пойти на беспредел, и это стало конечной точкой. Все. То есть, если я пропускал мимо ушей вот эти постоянные высоры в этих вонючих, якобы говняных этих СМИ, совковых абсолютно. Ты открываешь их СМИ, я не знаю, ты читаешь, как будто Уманский рабочий 1937 года. Там будет рассказано обо всем. Больше про Путина. Путин нас. Сейчас откроем, увидим. Путин, еще кто-то. Это было до войны. Про Путина они до войны рассказывают. Они расскажут про Путина, про Зеленского. Мало что расскажут только про жизнь реально самих литовцев. Это у них модель такая. У власти там такая модель. Мы будем там рассказывать, там вот мы герои там, вот мы туда отправили помощь. Мы отправили помощь туда. А про то, как они сами живут, вы знаете, вы же, наверное, слышали про минимальные зарплаты. Вам, наверное, втирали дичь про минимальные зарплаты. В Литве огромные минимальные зарплаты. Знаете, как это обходится? А об этом тоже расскажу. Откуда берутся эти зарплаты, как они выписываются, сколько там люди реально получают. Какие там огромные пенсии, как европейское государство. Смотрите, друзья мои, можно много лет вот это вот высырать, бегать, и они начали с самого начала. Начались эти совковые СМИ, но вам же надо узнать, откуда я там появился. Потому что обо всем об этом я молчал много лет. Я не трогал их, несмотря на все эти вбросы. Не трогал. Нет такой страны. Не хочу говорить о ней. Поговорим теперь. Если уж генпрокуратура Литвы сошла с ума нахрен и решила, что они могут делать вообще все, что угодно, и лезть своим носом туда, к чему они не имеют никакого отношения вообще. Потому что я никогда не был налоговым резидентом Литвы. Я даже посмотрю на это расследование. Но просили, выпрашивали получить. И так как я там оказался, в этом царстве европейской законности и экономического чуда. Смотрите, фишка в том, что на то время, когда я чухал из Украины, не было безвизового режима. Был визовый режим. Надо было быстро получить визу, потому что я не готовился становиться беженцем. Я не знал даже законов. Иначе, конечно же, не тупанул бы в некоторых вопросах.
скажем так, завуалировано, единственным местом, где можно было быстро, без проблем, дешево и не посещая даже посольство получить визу, была Литва. У меня, оказывается, литовская виза. Я отправляюсь в Нидерланды, потому что изначально туда я планировал отправиться, да, и сдаюсь там. Но я не знал, что есть определенные соглашения, по которому у кого вот чья виза стоит, тот и несет ответственность. Но при этом Литва может не брать на себя ответственность такую за меня. И я думаю, что она даже не возьмет, да. Я нахожусь в Нидерландах, происходит суд, судья говорит, да, там есть проблемы. Да, мы знаем, там есть проблемы. У них, у Греции, еще у кого-то, не помню. Но это если они тебя не будут звать к себе. Они начинают звать. Литва начинает звать меня к себе. Я созваниваюсь, а там мне говорят: Анатолий, вы заблуждаетесь. Мы просто обычная страна ЕС. Мы такие же, как Нидерланды. Вы будете полностью защищены. Анатолий, если бы я знал наперед, что вместо защиты эти будут много лет срать на меня, преследовать меня, подвергать мою жизнь опасности и так далее, я бы никогда в жизни оттуда не уехал, из Нидерландов. Я бы просто сидел там и что-то бы высидел. Тогда же, когда я наслушался вот этого бреда о том, что это такое же европейское государство, как и все, вы там будете защищены, у нас закон такой и все, я говорю, окей. Я вам скажу честно, после моего окей и согласия ехать в Литву, на меня, как на психбольного, посмотрели даже сотрудники в Нидерландах. Сотрудники системы, которая должна была меня оттуда вытурить, по сути. Они говорят, в Литву? Я говорю, да, а что? Я же не могу здесь работать, вы не даете мне доступа к интернету и все такое. Я вам теперь расскажу, что такое вообще тюрьма в Нидерландах. Тюрьма в Нидерландах это, ну как, обычная тюрьма, да, но у тебя там есть камера, более похожа на комнату. Тебя спрашивают, хочешь ты быть вдвоем там, или может быть один, и так далее. Ты говоришь, ну один. У тебя есть свой холодильник, ну, в общем. Это нормальная жизнь, как для человека. Мы там с ребятами, которые там сидели, я там был один белый, кстати, а все остальные черные. Мы играли в футбол, играли в компьютеры, в шахматы. Они отлично играют в шахматы, ребята. Все, общались все на ломаном английском. Это было просто прекрасно. Я уезжал, я не знаю, плакали, провожая меня, даже надсмотрщики. Вот. И вот я уезжаю, мне дарят, Нидерланды дарят большую сумку для моих вещей. Все, друзья, пока я в Литву. Уже на подлете я понял, что не то. Когда приземлились, я понял, по сути, все. Не, еще не все. Потому что все я понял. Когда меня шмонали, как шмонают в тюрьме, видели в фильмах, да? А потом я увидел, как выглядит, собственно, то место, где я буду теперь находиться. Вы знаете, мои друзья чеченцы, потом мы очень сильно подружились, они сказали, что первые 3 дня думали, что я психически нездоровый человек, старались держаться подальше, потому что я молчал, не разговаривал, смотрел в пол и ходил из одного угла в другой угол, вот так вот, по коридору, потому что я не знал даже, куда зайти, как зайти, что делать. Либо бывает,
Это не работает. Слушай, надо текать отсюда. То есть здесь мы увидели душевые, да, туалеты. Вон то облепленное говном, извините, если кто-то кушал, но это туалеты. Мы увидели комнату, вот то вот черное, там просто лампочки не работают. Вот, и кухня. Вот то вот этот стыд называется кухней. Я должен заметить, что после того, как я оттуда уехал, буквально на следующей неделе там азербайджанец убил чеченца, там все в крови было и так далее. В общем, вовремя уехал. Но и до этого были интересные стычки. Я вам все это расскажу. Я думаю, это очень интересно. Но это не касается просто вот конкретно этого места. Это касается всего. Я вам расскажу всю систему, как она устроена. Я вам расскажу потом, что произошло, когда я уже покинул это славное место. И, в общем, мне есть что рассказать. Я очень долго молчал. Но когда маленькая шелудивая собака бегает, лает, воняет, ты когда-нибудь захочешь ее пнуть. Это будет многосерийка. Она будет касаться литовской власти. Она будет касаться того совкового монстра, в худшем понимании этого слова, который там построен. Там, где не пахнет ни законом, ни справедливостью, ни честью. Теперь, мне кажется, это передоз. Мне кажется, со стороны Великого княжества это просто передоз. Кто-то посчитал, что он может прыгнуть выше планки. Дали Будда.